Исходя из данных статистики, самолеты самый безопасный транспорт, но и здесь случаются катастрофы. В силу специфичности авиации, аварии самолетов сопровождаются большим числом жертв. Случались аварии в авиации в СССР, но многое тогда засекречивалось. Сегодня открыты все архивы, и в нашем небольшом обзоре топ-8 самых трагических авиакатастроф в истории авиации Советского Союза. Модель военного самолета Ли-2 с бортовым номером 42 по личному распоряжению Василия Сталина был закреплен за хоккейной командой Военно-воздушных сил СССР. В 6 часов утра 7 января 1950 года команда вылетела на нем на очередной матч, который должен был состояться в городе Челябинске. Из-за плохой погоды аэродром в городе был закрыт, и садиться было невозможно. Пилоты приняли решение посадить машину в Свердловске. Над городом кружила метель и сильный ветер, и при заходе на посадку самолет разбился. Причинами катастрофы назвали ошибки диспетчеров, которые задерживали посадку военного борта, сажая сначала пассажирские самолеты. Сильный удар о землю не оставил шанса на спасение всем, кто был на борту. Похоронили их в братской могиле, у поселка Кольцово. Всеволод Бобров проспал и не попал на самолет. Второй тренер хоккейной команды был отправлен за Бобровым, что и спасло ему жизнь. В живых остался и капитан команды Виноградов, которого дисквалифицировали, и с командой в Челябинск он не полетел. Военный Ан-24Т, дислоцировавшийся на одной из военных баз Балтийского флота, 16 мая 1972 года совершал запланированный полет. В сложных метеоусловиях, военный самолет зацепил крылом верхушку дерева, и машина упала на детский садик в небольшом курортном городке Светлогорск. В результате жуткой аварии все 8 членов экипажа погибли. Но ужас еще и в том, что жертвы были и на земле. В детском учреждении жертвами крушения военного самолета стали 23 воспитанника и 3 сотрудника. Причины катастрофы установили сразу. Облет радиолокационных станций совершался на низкой высоте, и в условиях плохой видимости пилот не заметил дерева. Трагедия потрясла всех жителей города, а причиной стал все тот же пресловутый человеческий фактор. Во время перелета из Москвы в Харьков у самолета модели Ан-10А оторвалось крыло. В результате машина потеряла управление и упала недалеко от города Харьков. На злополучном рейсе в Харьков летело 114 пассажиров. Обслуживали самолет 8 членов экипажа. Остаться в живых при падении с такой высоты было невозможно. Среди летевших была делегация детей из Германской Демократической Республики и сопровождавший их сотрудник Министерства иностранных дел СССР и журналисты. Был на борту известный актер и мастер пародий Виктор Чистяков. Причиной аварии стала трещина, образовавшаяся в результате усталости металла. Такие явления в то время еще не исследовались. Это стало самой крупной катастрофой самолетов этого типа, и после нее Ан-10 пассажирские рейсы не обслуживали и были сняты с эксплуатации. Нельзя обойти вниманием и такое явление, как угоны самолетов. Естественно, в сводку новостей такие события не попадали, и о них не сообщали в программе «Время». Но то, что произошло в небе на подлете к аэродрому Читы, стало самым крупным террористическим актом в истории СССР. 18 мая 1973 года самолет Ту-104А совершал рейс 109 из Москвы в Читу с 2 посадками, в Новосибирске и Иркутске. В Иркутске поменяли экипаж. Примерно в половине 4 ночи экипаж сообщил диспетчеру, что из салона поступило требование на смену курса, а потом на пульт 9 раз поступал код об опасности. После 9-го сигнала связь с пассажирским бортом под номером 109 прекратилась. Утром вертолетчики нашли обломки самолета, а после расследования установили, что на борту взорвалась бомба. Ее пронес на борт преступник, пытавшийся угнать военное судно. Погибли 72 пассажира, 8 членов экипажа и сотрудник Министерства внутренних дел, сопровождавший рейс. В небе над Украинской Советской Социалистической Республикой крупная авария произошла 11 августа 1979 года. В небе над городом Днепродзержинск Украинской ССР на большой высоте врезались друг в друга 2 Ту-134. Весь трагизм заключался в том, что в одном из лайнеров летела на игру футбольная команда из Ташкента «Пахтакор». Всего в результате крупной аварии погибло 178 человек. После долгого расследования причиной столкновения рейса номер 7626 и рейса номер 7880 назвали ошибку диспетчера, который определил для лайнеров один воздушный коридор. Только из-за того, что на борту одного из Ту-134 находились члены футбольного клуба «Пахтакор», событие получило широкий резонанс в обществе.
Трагедия недалеко от Днепродзержинска стала крупнейшей по числу жертв в истории советской авиации в результате воздушного столкновения двух лайнеров. В воздушном пространстве над территорией СССР 1 сентября 1983 года был сбит Боинг 747, принадлежавший южнокорейским авиалиниям. Это стало самой большой катастрофой в Советском Союзе с иностранным воздушным судном. Самолет-нарушитель отклонился от заявленного курса на 500 километров, и был сбит в районе острова Сахалин. По заявлению властей Южной Кореи на борту было 246 пассажиров. Лайнер обслуживали 26 членов экипажа. Во время инцидента лайнер упал в море, а все люди погибли. Рейс 007 был сбит самолетом Су-15 ракетой системы воздух-воздух. После этого США и другие страны Запада прекратили сотрудничество с Аэрофлотом. СССР и западные специалисты провели отдельные расследования, но к единому выводу так и не пришли. Загадки, связанные с происшествием в небе над Сахалином, не разгаданы до сих пор. Ту-154 10 июля 1985 года взлетел с полосы аэропорта Карши, совершая регулярный рейс через Уфу в Ленинград. Набрав предельную для этого типа самолетов высоту 11 600 метров, как показала аппаратура, а потом пропал с радаров. Как потом выяснили, лайнер неожиданно начал терять скорость, тяги двигателей не хватало, и самолет свалился в плоский штопор. Обломки нашли недалеко от города Учкудук. Крупнейшая авиационная катастрофа за всю историю развития авиации советского государства по числу жертв унесла жизни 200 человек. Самое страшное, что на рейсе было много детей. Общее падение самолета с высоты составило 2 минуты 33 секунды. Основной причиной крушения следственная группа назвала ошибку пилотов, управлявших Ту-154. Экипаж отклонился от требований руководства полетной эксплуатации, и технические характеристики лайнера не позволили справиться с возникшими проблемами. Завершим наш обзор последней аварии в истории авиации Советского Союза, которая произошла 17 сентября 1989 года. В этот день в небе над городом Железногорск пассажирский Як-40 столкнулся с военным вертолетом Ми-8. Экипаж Як-40 повел самолет на посадку, но среди облаков, на высоте примерно 400 метров, не увидел военный борт. Погибло 7 членов экипажа Ми-8 и 33 человека, находящиеся на борту пассажирского лайнера. Следственная комиссия сделала вывод, что основной причиной аварии стали несогласованные действия наземных диспетчеров, которые начали сажать самолет и вертолет в одном воздушном коридоре. Подытоживая, отметим, что причинами большинства катастроф в авиации назван человеческий фактор. На втором месте технические неисправности, но и здесь пресловутый человеческий фактор, ведь собирают и ремонтируют самолеты обычные люди. Самое ужасное, что авиационный транспорт, как и любой другой, не застрахован от террористических актов. Были они и в Советском Союзе, но в силу специфичности государственного режима, обществу об этом не сообщалось. Если вам понравилось видео, то оставьте комментарий, поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики.